Всем привет! То, что хотели сделать за один урок, в итоге сделаем за три. В предыдущем уроке разобрались, как писать докер-файл, билдить образ и запускать контейнер. В этом уроке давайте задеплоимся в Heroku руками, то есть пока что без GitHub экшенов. Так, ну раз мы собрались деплоиться на Heroku, нам нужно создать аккаунт на Heroku, регистрируем также на ту же самую почту, на которую и все прочие аккаунты. Зарегистрировались. Вас там попросят установить двухфакторную аутентификацию. Я вам рекомендую для всех one-time паспортов использовать OnePassword. Вот OnePassword — это самое прекрасное приложение для хранения паролей. Вот вам там, опять же, повторяюсь, будет удобно сохранить все пароли именно для вашего отдельного приложения, ну, для вашего проекта, объединить их в группу, и при необходимости вы сможете их кому-то там передать. Хорошо. Так, говорим то, что мы не из Италии. Наоборот, мы не из Италии. Все, сохраняемся. И теперь нам нужно создать здесь наше приложение. Создаем приложение, придумаем название. Нам говорят, что занято. Можно сделать любое. Какой у нас домен? Idionik.info. Ну, пускай будет Idionik.info. Регион, ну, пускай будет Европа. Так, сразу просят добавить payment метод. Раньше в Heroku можно было делать и бесплатные приложения, сейчас это очень сильно порезали, поэтому нам придется сразу немножко раскошелиться, но в сумме все будет недорого. Так, сейчас добавлю карточку и продолжу запись. Так, отлично, карту привязали и создаем наше приложение. Idionik.info в Европе. Все, создать приложение. Так, отлично. Что нам нужно вообще от Heroku? Heroku — это, по сути, хостинг. Вот. И у него есть способы деплоиться и без докера. Вот, и, можно сказать, зачем ты нам показываешь докер, если сюда можно просто пушнуть Node.js проект, он сам его запустит. Но он его сам запустит, но как только вы встретитесь с какой-то ерундой, и он не сможет его запустить, вы просто замучаетесь понимать, что нужно там в нем настроить. Докер — это гораздо более надежно, и докер вам позволяет деплоиться не только на Heroku, а куда угодно, и вы можете проверить локально, как это будет работать и потом в проде. Вот, поэтому нас это все не интересует, мы будем пушиться сюда контейнерами. Что нам важно в Heroku? В Heroku нам важно установить наши env-переменные. Как раз эти env-переменные и будут доступны потом в нашем контейнере. Это раз, но мы это сделаем через командную строку, потому что нам сюда много чего придется добавлять. В будущем, когда вы будете по одному какие-то добавлять, можно и через интерфейс. Вот. А так проще будет через командную строку. Это еще сделаем. Потом нам здесь нужен SSL-сертификат, и нам нужно привязать какой-нибудь хороший домен. Он по умолчанию выдает нам вот что-то такое, но у нас же уже есть свой домен, давайте его и привяжем. Так, idnic.info. Угу. Так, все, попросили, нам домен привязали. Теперь берем, копируем вот это и заходим в наш Cloudflare и добавляем соответствующие NS-записи. Так, хорошо. Нам потребуется две записи типа CNAME. Вставляем в строку и добавляем. А также нам нужно, чтобы наш www-домен точно так же работал. Сохраняем. CNAME. Угу. Так, target. Сохранили. Хорошо. Вообще нам еще может захотеться, чтобы у нас автоматически редиректилось www на idnic.info, и для этого можно добавить правило здесь. Create rule. Так. Forwarding URL. Вечный редирект. И да, говорим, что редиректить отсюда.
Вот сюда. Момент. Мгм. Хорошо. Правила добавили. Должно начинаться с HTTPS. Хорошо. HTTPS. Так, еще раз посмотрим DNS-записи. Все это добавили. Давайте перейдем по этому idnic.info и посмотрим, что у нас там вообще сейчас. Ага. Так, а хост не отвечает. Момент. Так, вернемся в Heroku. Посмотрим, что он нам говорит. Так, возможно, нужно задеплоить приложение, тогда что-то будет. Я ожидал, что здесь будет какая-то заглушка, но мы еще к этому вернемся, если будет что-то не так. Давайте www проверим. www нам редиректит. Хорошо, www редиректит и уже пойдет. Так, это сделали. Так, SSL давайте закажем. Пусть он сам все делает. Хорошо, сертификат взяли. Домен подключили. Что еще нам нужно от Heroku? Нам нужна какая-то база данных. Вот, и чисто теоретически, можно в каком-то и другом сервисе эту базу данных поднять, но в Heroku она тоже есть, поэтому давайте сразу ее подключим. Так, для этого нужно добавить аддон. Postgres. Heroku Postgres. Так, возьмем мини. До $5 в месяц. Можно там познакомиться с тарифами. Ничего сложного нет, чтобы переключиться с одного на другой потом. Вот, мы сейчас возьмем самый дешевый. Так. Базу данных подключили. Идем в настройки. Видим, что он нам автоматически добавил database URL. Такое совпадение, что это точно так же, как нам надо. Да, у нас тоже есть database URL, и у нас совпадает название. Может такое быть, что он добавит с каким-то другим названием. Да, можете просто скопировать значение, подставить и записать уже database URL. Ладно, хорошо. Базу данных он нам сделал. Двигаемся дальше. Теперь давайте прокинем сюда все наши прочие envy. Как это сделать? Для этого нам нужна командная строка Heroku. Так, командную строку вы можете установить с помощью npm. Ссылка на доку по установке командной строки я скину. Там много разных способов. Но в итоге, когда вам это удастся, вы делаете Heroku логин. Он вас должен отправить в браузер и предложить ввести там кредо. У меня сейчас в другом окне браузера открылось, но там можно просто нажать логин. И все, и после этого вы авторизованы. Он показывает, как кто. Как тот, кто надо. Хорошо, авторизовались. И теперь вы можете вызвать команду Heroku config set, потом указать через флаг название вашего приложения. Если на одно-одно, то это не обязательно. Но лучше все равно указать, потому что будет не здорово, если вы сейчас кучу энвов присвоите не в тот проект. idnic.info. И теперь нужно вот в таком формате передать все ваши энвы. Поскольку у нас одно приложение, нам нужны все энвы. И бэкэндовые, и фронтендовые. И нам сейчас нужно их как-то склеить в одну строчку. Можно всякие там баш-скрипты писать, а можно просто зайти сюда, так вот вставить все переменные и удалить ненужные. Так, там порт не нужен. Host-env у нас в том приложении, мы его назовем Production. Здесь нам порт не нужен, порт сам Heroku нам задаст, он нам будет какой-то динамический. Database URL у нас уже есть. GVT-секрет. Вот сейчас тут вам важно прописать что-то реально уникальное и никогда не потерять. Вот, потому что если вы потеряете свой GVT-секрет в продакшене, у вас пользователь ни один не сможет авторизоваться. Хорошо, вам нужна какая-то реальная здесь секретная соль. Initial admin password. Какой-нибудь пострашнее, чем был. Ладно, WebApp URL. Теперь вы знаете, то, что у вас это idnic.info. Потом Brevo остается. Это
ты from email name корявый. Idea nick. Так, хорошо. Debug у нас... Ну, какой? Что, будем просто все логировать? Давайте все логировать. Sentry.ds остается. Source version. Позже, когда мы подключим GitHub Action, source version будет поставляться ваш коммит. Пока что, ладно, оставим 1, 2, 3. Cloudinary в порядке, S3 в порядке, hostenv лишний. Source version уже указан. Мы указали? Наоборот, мы удалили. Хорошо, source version просто какой-то оставляем, он пускай будет. Sentry out token оставляем. TRPC endpoint меняем. Так, он теперь у нас тоже такой же. У нас же все раздает один процесс. И бэкэнд, и фронтенд, поэтому сюда. Так, WebApp URL. Сюда. White, Cloudinary, Mixpanel, APK. Здорово. Так, сейчас могут возникнуть проблемы с тем, что у нас где-то есть пробелы. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Так вот сделали, пробел поставили, скопировали, вставили, вызвали. Ага. Ладно, давайте попробуем поставить двойные кавычки. Так, берем начало нашей строки. Так. Говорит, что у него получилось. Пойдем в Heroku, открываем наши envy, и вот все envy сюда попали. Все, у себя вы можете этот файл не сохранять. То есть это все останется в проде, и пускай у кого туда доступ есть, тот эти envy и видит. Здорово. Так, и теперь мы можем, в принципе, переходить непосредственно к деплою. Нам потребуются следующие команды. Я добавлю их в пакет JSON. Так, следующее. Так, что здесь добавляется? Все старое берем из нашего обычного урока. То есть давайте еще разочек сбилдим наш образ. Убедимся, что у нас там все актуально. Docker Compose Build. Хорошо. Так, и напоминаю, на этом этапе мы только сбилдили. У нас вот эти envy туда не прокидываются. Они прокидываются только при запуске контейнера. Запускать наш контейнер теперь будет Heroku сам, поэтому он ничего о наших env-файлах не знает. Хорошо. Так. Идем в наш пакет JSON. Видим, что у нас все сбилдилось. Теперь мы можем пометить наш image, мы его назвали, да, idnic image, некоторым тегом. Этот тег нужен для того, чтобы потом пушнуть в Heroku. Так, только назвать его нужно, исходя из названия нашего приложения. У нас приложение называется idnic info. idnic info. Стоп. idnic info. Хорошо. Давайте попробуем. Опс. Это ненужный файл. Давайте попробуем вызвать docker tag. Это никак не меняет наш image, просто добавляет ему тег, ну, какое-то мета-свойство. PNPM DTH. Docker tag hero. Хорошо, он это сделал. Теперь мы можем пушнуть наш image в Heroku. Давайте пушнем. Docker push Heroku. PNPM Docker push Heroku. Так. Момент. Так, да, логично. У нас ошибка авторизации, потому что мы авторизовались в Heroku, но это нам потребуется там на следующем шаге. А сейчас мы пытаемся что-то пушнуть с помощью команды docker. И для этого нужно авторизоваться в
репозиторий самого Heroku для имиджей. Heroku контейнер логин. Так. Разрешили. Сейчас, возможно, разрешат выполнить команду push. Так, сейчас уже пошло. Вот и начали загружаться наши файлы. В будущем файлы будут загружаться быстрее, потому что, как я говорил, у нас вся система слоеная, и те слои, которые не меняются, а у нас, в частности, почти никогда не будет меняться, да, вот эта вот версия ноды. И поэтому нода просто пушнется сразу как есть, а все остальные файлы, в зависимости от того, были они изменены или нет. Так. Сейчас нужно будет подождать, пока наш image попадет в Heroku Registry. Вот. Но от того, что туда попадет image, как мы помним, image — это просто слепок каких-то файлов. Наше приложение еще не заработает. После того, как наш image будет загружен в репозиторий Heroku, у Heroku будет к нему доступ. И тогда мы вот с помощью этой команды сможем сказать то, что нам нужно зарелизить наше приложение. И он как раз пойдет, найдет последний наш image и запустит из него контейнер. Так, давайте дождемся, пока у нас все пушнется, и зарелизимся. Так, хорошо. Наш image туда пушнулся, и теперь вызываем Heroku контейнер релиз и указываем наше название приложения. Так, PNP. Угу. Он сказал, что он зарелизил. Теперь мы можем пойти и посмотреть на логи нашего контейнера. Для этого тоже есть команды терминальные, но ничего не мешает нам сходить сюда и посмотреть логи здесь. Ага, и у нас все закрэшилось. В общем, я знаю, почему закрэшилось. Закрэшилось, потому что у меня MacBook с процессором M1, а в Heroku другой процессор. И для того, чтобы под Heroku нормально сбилдилось, лично я должен, когда билджу image локально, указать в Docker Compose платформу, под которую я буду билдить. Вот. И с этим есть проблема, что у меня это будет билдиться очень долго, потому что это мне не родная платформа. Вот. Но вот с этими мучениями мы разберемся в следующем уроке, когда за нас все билдить будет уже GitHub, и мы на компьютере не будем вот эти огромные файлы скачивать, эти огромные файлы куда-то загружать. Это все будет делаться в GitHub, и платформа там сразу будет какая надо. А вот сейчас, если у вас тоже какая-то другая платформа, вы можете здесь вот раскомментировать, и вам придется сбилдить тогда еще раз. Docker Compose Build. Угу. Ну и все, и это надолго. Скоро встретимся. Так, вот чтобы вы понимали, этот билд у меня занял почти 10 минут, потому что платформа не родная, но, как говорю, потом за нас это будет билдить GitHub, и все будет гораздо быстрее. Ладно, мы сбилдили, теперь можем опять сделать, пометить тегом, потом пушнуть в Heroku, мы уже залогинены. Так, и сейчас опять все заново грузится, потому что все слои изменились, потому что сбилжено под другую платформу. Снова ждем. Так, все пушнули, и теперь делаем релиз. Так, сказали, релиз готов. Идем смотреть на логи. Вот видим, что что-то задеплоилось, релиз создан. Сейчас он пытается выполнить нашу команду kmd. Вот, прогнать. Но у него уже все получается. Он прогнал миграции, то есть он смог подключиться к базе данных и вообще говорит, что он запустился. И как мы видим, у нас логи вот в таком вот страшном формате, потому что при разработке мы их в YAML обращали, а здесь они выводятся просто в JSON.
Вот. И нам это хорошо. Мы вообще здесь на логи смотреть не будем, потому что они здесь долго не хранятся. Мы позже их будем наблюдать, в Datadog я предлагаю. Вот, а пока что надо проверить просто, что приложение запустилось. Заходим на ID Nick.info и видим нашу страничку. Так, давайте зарегистрируемся. Можем и под админом войти. Давайте, кстати, проверим, что у нас админ создался. Все нормально. Какое мы ему имя, пароль задали? Я уже не помню. По-моему, там было ААА 1, 2, 3, 4. Да, мы вошли под админом. Давайте добавим идею. ААА. И длинный текст нам еще нужен. Create idea. All ideas. Все, пожалуйста, идеи сохраняются. Все. Таким образом, мы задеплоились на Heroku, но больше именно так мы сюда деплоиться не будем. В следующем уроке мы добавим GitHub экшены. Что я бы хотел вам еще сказать немножко про Heroku и Docker. Вот ваш Docker-файл, вот вы его каким сбилдили, если мы сейчас остановим наше приложение и запустим снова, то все файлы, которые были созданы вот после того, как сформировался наш image, например, мы загрузили какой-то файл и положили его в файловую систему. Эти файлы все будут потеряны. Вот, наша система уже к этому готова. Мы и так все файлы пушим либо в Cloudinary, либо в S3. Но просто нужно понимать, что если вы деплоитесь на Heroku, вам не нужно там пользоваться в рантайме ее файловой системой. Вот вам не нужно во время запущенного приложения что-то сохранять и рассчитывать, что оно там останется. Оно будет удалено. Чисто технически Docker позволяет создавать так называемые волюмы, и можно синхронизировать что-то на локальной машине с состоянием внутри контейнера. Но чтобы это вообще было разрешено вам делать, вам нужно самому менеджерить ваш сервер. Менеджерить сервер самому — это заморочь. Если у вас есть возможность деплоиться на Heroku, деплойтесь на Heroku, а все файлы храните во всяких облаках и так далее. Вот это будет гораздо проще, чем разворачивать свой собственный сервер и как-то там синхронизировать файловую систему машины с файловой системой внутри контейнера. Вот это я пометил. И теперь мы можем переходить к деплою через GitHub Action. Всем спасибо. Скоро увидимся.